Это первый фильм, в котором появилась демонстрация перелистывания страниц комиксов, которая является логотипом Marvel. Кстати, кинолента вышла в год 40-летия Человека-паука. Человек-паук. Права на экранизацию Паучка годами были в подвешенном состоянии, переключаясь между студиями. Так, в 1988 году студия Canon Films планировала начать съемку фильма «Человек-паук» с бюджетом $6 миллионов. Одна из причин, по которой именно Сэм Рэйми стал режиссером этого фильма, заключалась в том, что он является заядлым коллекционером комиксов с личной коллекцией, которая составляет более 25 тысяч экземпляров. Класс! Главным претендентом на роль был Леонардо Ди Каприо, но он отказался и предложил отдать должность своему лучшему другу детства Тоби Магуайру. Помимо Уильяма Дефо, на роль Нормана Осборна рассматривались Николас Кейдж, Джон Малкович и Джон Траволта. Замечательно. По признаниям актера Тоби Магуайра, он не прочитал ни одного комикса про героя, которого играет, но взялся за роль из-за того, что ему очень понравился сценарий. Я так и сказал? Так и сказал. Сцена в Колумбийском университете была снята в аномально теплый весенний день. Тем не менее, как и предполагалось по сценарию, массовку средней школы одели для более прохладной погоды. На заднем плане можно увидеть настоящих студентов Колумбийского университета, одетых в шорты и футболки. Это гениально. Хотя главные герои играют школьников в старших классах, Тоби Магуайру на момент съемок было 26, Джеймсу Франку 23 года, а Кирстен Данст 20. Правда? Да. Сцена визита в Колумбийский университет была снята в Музее естественной истории в Лос-Анджелесе. Большой электронный микроскоп в центре был сделан из фанеры, гипса и стекловолокна. Здорово. Да. Камера, которую использует Питер Паркер, представляет собой зеркальную фотокамеру Canon NU-F1 1981 года, у которой, кстати, стерли название. О, прекрасно. Генетически модифицированный паук, который укусил Питера Паркера, был живым, а не созданным при помощи графики. Это был паук из рода Стеатода, которого окрасили в красные и синие цвета, когда паук находился под наркозом. Дым в лаборатории во время сцены превращения Нормана Осборна изначально был белым, но затем был заменен на зеленый. Режиссер Сэм Рэйми хотел использовать настоящий зеленый дым, но применил графику, так как не получалось создать дым зеленого цвета, который был бы безвреден для организма. Риск – неотъемлемая часть нашей работы. Чтобы соответствовать супергерою, актеру приходилось упорно тренироваться. Строгий 5-месячный режим тренировок 6 раз в неделю, а также особая белковая диета для набора мышечной массы. Мышцы, сука! Комната Питера оклеена обоями, на которых можно заметить изображения, напоминающие паутину. Ладно, спасибо. Хотя дядя Бен утверждает, что ему 68 лет, Мэй, мне 68. на момент съемок Клиффу Робертсону было 75. Несмотря на это, визажистам приходилось накладывать грим, чтобы он выглядел немного старше. Это возраст. Бушуют гормоны. Вечная история. Сцена, в которой Питер ловит еду, была снята без использования графики. Поднос был приклеен к руке Тоби, а сверху покрыт липким веществом. Всю еду он ловил сам, естественно, не с первой попытки. Реакция актеров была самая настоящая, потому как переснимать им пришлось аж 157 раз. Нет проблем. Когда дядя Бен провожает Питера в библиотеку, мимо проезжает автобус с рекламой, на которой написано «Продюсеры». Это мюзикл режиссера Мэла Брукса. Позже Брук подал в суд на Sony Pictures Entertainment за нежелательную рекламу в кинематографическом пространстве. А это просто псих какой-то с придурью. Актер, с которым сражается Человек-паук, был настоящим рестлером и комментатором, известным под именем Мачо Рэнди Сэвидж. Ты придумал лишь это? Актер Брюс Кэмпбелл снялся во всех фильмах Человек-паук Сэма Рэйми, но в каждом фильме он играл разных персонажей. Твое имя, детка? Питер. Пожалуйста, не шумите, идет спектакль. По словам Стэна Ли, создателя комиксов о Человеке-пауке, Питер носит маску, чтобы враги не могли увидеть его страх. Кстати, поначалу камео у Стэна Ли были ну вот прям совсем ненавязчивые.
Бюджет фильма составил $100 миллионов на производство и 39 на маркетинг. При этом в 2002 фильм попал в Книгу рекордов Гиннесса как кинолента с самыми большими сборами в первый день проката, заработав $115 миллионов, тем самым окупив производственный бюджет менее чем за сутки. Общие сборы составили $822 миллиона. Наградите овациями нового чемпиона! Человека-паука! На номерном знаке полицейской машины можно заметить цифру 1927. Это отсылка к Стиву Дитко, художнику комиксов, который работал над созданием Человека-паука вместе со Стэном Ли. Запомни, чем больше силы, тем больше и ответственность. Если получается стащить со съемок какой-то очень узнаваемый реквизит, связанный с популярным фильмом, на этом можно неплохо заработать. Вероятно, именно по этой причине один из сотрудников службы безопасности выкрал со студии целых 4 костюма Тоби Магуайра. Украденные вещи нашли только через 18 месяцев, причем один из костюмов оказался в руках у коллекционера, у которого уже был костюм Бэтмена, также украденный несколько лет тому назад. В итоге все эти трофеи были возвращены их законным владельцам. Я сдаюсь! В оригинальной серии комиксов Флэш Томпсон боготворил Человека-паука. Лично для меня он пример. Вдохновляет на подвиги, борется с преступностью. При этом часто издевался над Питером, Ну что, придурок, не утонул? не подозревая, что Питер и есть Человек-паук. В комиксах Питер и Флэш со временем стали друзьями. Здорово, Паркер. Привет, Флэш. Но в франшизе Рэйми это не стали включать в сюжет. А мне это параллельно. Питер говорит Гарри. Опоздал на работу, и доктор Коннорс меня уволил. Это отсылка к персонажу, который мог бы быть ящером. Продолжение фильмов Сэма Рэйми. Это может быть опасно? Изначально, помимо Зеленого Гоблина, в фильме должен был появиться доктор Октавиус. Но в процессе съемок режиссер решил перенести злодея во вторую часть фильма. Да, я знаю. Майкл Джексон хотел сыграть Человека-паука. Конечно, он не был первым, кто пытался попасть на эту роль, но стремление Джексона было особенным еще и потому, что он был очень влиятельной звездой и даже хотел выкупить права на все комиксы Марвел, чтобы предстать перед зрителями в образе супергероя. Одно существо может нас остановить. А если залучить его в союзники, представь себе. В фильме участвуют 3 победителя Оскара: Клифф Робертсон, Джей Кей Симмонс и Октавия Спенсер, а также 3 номинанта на Оскар: Вильям Дефо, Розмари Харрис и Джеймс Франко. Поздравляю. Спасибо. За первого паука Тоби Магуайр получил $4 миллиона, за второго уже 17,5, плюс 5% от сборов. Там накапало примерно 40 миллионов, а за третью 15 миллионов чистыми и 7,5% от сборов, что составило $44,5 миллиона. Таким образом, в сумме за 3 фильма он заработал 121 миллион, что при нынешнем курсе доллара равно почти 9 миллиардам рублей. Когда подчиненные Джеймсона пытаются рассказать ему о Человеке-пауке, один из них говорит: Эдди которую неделю за ним гоняется, но безрезультатно. это отсылка на Эдди Брока, намекающая нам на его появление в следующих частях франшизы. Эй, Паркер. О боже, Эдди. Волосы Джеймса Франко были окрашены в коричневый цвет, чтобы у Гарри было больше сходства с его отцом на экране. Это решение было принято после начала съемок. Так, во время сцены в больнице, когда Гарри навещает тетю Мэй, можно заметить, что волосы Франко имеют его натуральный, более темный цвет. Речь о моем отце, и я мечтаю стать таким, как он, хоть отчасти. Владельцы рекламных щитов, окружающих Таймс-сквер, подали в суд на компании, связанные с производством Человека-паука, за цифровое наложение рекламных объявлений других компаний поверх их рекламного пространства в фильме. Но иск был отклонен федеральным судьей в Нью-Йорке. Позови сюда мамочку, чтобы тебе было кому потом поплакаться. Изначально Элизабет Бэнкс проходила прослушивание на роль Мэри Джейн, но в итоге ей досталась роль Бетти Брандт. Да, я очень рада. Когда руководителям студии Sony показали материал, созданный с помощью компьютерной графики, они подумали, что Тоби Магуайр сам исполняет все трюки. Улыбнись! Хотя действие фильма «Человек-паук» происходит в Нью-Йорке, большая часть киноленты была снята в Лос-Анджелесе. О, гениально. Сцена, когда Питер и Мэри Джейн разговаривают на улице ночью, была снята в 4 часа утра, и делать это пришлось быстро, из-за приближения восхода солнца. Кирстен Данст говорила, что это было очень прохладное утро, и в этой сцене можно заметить ее термобелье, выглядывающее выше линии штанов. Правда?
На роль Паука рассматривались такие актеры, как Уэса Бентли, Фредди Принц-младший и Джош Харнетт. А Стэн Ли однажды сказал в радиоинтервью о том, что Джон Кьюсак будет идеальным выбором на роль Питера Паркера. Ох, это не катит. На роль Гарри Осборна рассматривали Скотта Спидмана и Джея Родана, прежде чем Джеймс Франко был выбран. Мне не стыдно за то, кто я есть. Зак Хадсон, дублер Тоби Магуайра, сломал ногу после того, как трюк пошел не по плану, и он врезался в кирпичную стену. Строительная бригада потратила почти год на сборку декораций, необходимых для съемок фильма. Начальника, все сделали. Джеймс Франко и Тоби на экране играют двух лучших друзей, но за пределами кинокамер между ними регулярно происходили ссоры. Так, Джеймс часто шутил над лягушачьими чертами лица Тоби, что второго сильно расстраивало. Это привело к немалым проблемам и еще большим конфликтам в будущем. Ха, опять ты, человек-лягушка. Нет, он неправильно назвал мою... Ты в курсе, что ты похож на лягушку? Что? Я в это не верю. Твое лицо похоже на лягушачье. Я устал тебя разубеждать. В реальной жизни Джей Кей Симмонс лысый и гладко выбрит. В фильме он носил парик и накладные усы. Несмотря на различия во внешности, Симмонс сказал, что после выхода фильма люди на улице стали узнавать его как Джей Джона Джеймсона. Зеленый гоблин, правда здорово? Это я придумал. Здание газеты Daily Bugle на самом деле является 22-этажным небоскребом Flatiron Building, знаменитой достопримечательностью Манхэттена. Здание было построено в 1902 году, а название Flatiron, переводящееся как утюг, здание получило за счет своей треугольной формы, действительно очень напоминающий утюг. Любому пугалу нужное имя. На роль Зеленого Гоблина рассматривались Билл Пэкстон, Мел Гибсон и Роберт Де Ниро. Де Ниро был также рассмотрен на роль Отто Октавиуса, но в итоге был выбран Вильям Дефо. А вы заметили поразительное сходство черт лица актера с маской Гоблина? После премьеры фильма на интервью Тоби рассказал, что во время знаменитого поцелуя под дождем он немало натерпелся из-за того, что ему в нос все время текла вода. Воду для дождя мешали с молоком, чтобы его было лучше видно. Все же это так. На роль Мэри Джейн рассматривались Кейт Хадсон, Тара Рейд, Алисия Вит, Мена Сувари и Элиша Кадберт, прежде чем Кирстен Данст была выбрана. Сейчас не время об этом говорить. На роль тети Мэй рассматривалась Марион Росс. Я знаю. Фильм основан на пересечении комиксов Ultimate Spider-Man и оригинальной серии Amazing Spider-Man. Воплощение Мэри Джейн взято из Ultimate Spider-Man номер 1, в то время как эта версия Гоблина из The Amazing Spider-Man номер 17. Как странно, тут никого нет. Когда Питер Паркер скрывается от мистера Осборна на потолке, на полу можно увидеть зеленую толстовку с эмблемой бобра. Это толстовка из детского лагеря, в котором был Сэм Рэйми. Лагерь называется Тамаква. Во время ужина на День Благодарения Питер Паркер и Норман Осборн одеты в цвета противника. Питер одет в рубашку зеленого цвета, в то время как на Нормане присутствуют сине-красные цвета, а на Гарри можно заметить отсылку как к Гоблину, так и к Пауку. Так нужно. Костюм Человека-паука создали максимально похожим на классический из комиксов. Несмотря на это, было создано много дизайнов, один из которых представлял собой красную эмблему на черном костюме. Похожий можно увидеть в мультфильме «Человек-паук через вселенные». Привет. В качестве режиссера рассматривались Крис Коламбус, Тони Скотт, Ян Дебон, Джеймс Кэмерон и Дэвид Финчер, прежде чем Сэм Рэйми был выбран. Человек, но паук, без него мы все как без рук. Из-за трагедии 11 сентября 2001 года в фильм была добавлена сцена, главной целью которой стал призыв всех жителей Нью-Йорка объединиться в столь трудный для города период. В самый опасный момент на помощь герою внезапно приходят простые горожане, закидавшие Зеленого Гоблина всеми подручными предметами, что и спасло всех детей и Мэри. В финальном бою между Человеком-пауком и Зеленым Гоблином актер Уильям Дефо случайно ударил Тоби Магуайра в подбородок так, что Тоби на какое-то время потерял сознание. Спать!
Кульминация фильма основана на комиксе «Удивительный Человек-паук» номер 121 «Ночь, когда Гвен Стейси умерла». В комиксе Гоблин сбрасывает Стейси с моста, а Человек-паук пытается спасти ее, но терпит неудачу, после чего Паук в гневе избивает Гоблина до полусмерти, а тот, желая прибить Паука глайдером, самоубивается. Главное отличие в этом фильме, как вы могли заметить, подруга Паука здесь Мэри Джейн, а не Стейси, которую Пауку удается спасти, но смерть Гоблина осталась верна истории. На похоронах Осборна можно заметить дань уважения легендарному комиксу «Надгробие», на котором написано Гвен. Почему ты не упоминал о ней? Гвен, моя напарница по лабораторному доктора Коннорса. Ну, было очень приятно познакомиться. Счастливо. Счастливо. Какой факт удивил тебя сильнее всего? И Паучка в чьем исполнении ты любишь больше всех? Жду твое мнение в комментариях. Не забудь подписаться и поставить лайк, если понравилось. До новых встреч! С вами был ваш дружелюбный сосед